Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная коррекция. Все относилось замечательно, нигде ничего не потерлось. Напоминаю, мы здесь делали прорисовку краской поверх финишного покрытия и ничем больше не перекрывали. И в данном случае у меня клиентка с очень сильно вверх растущими ногтями, которые каждую коррекцию нужно опускать вниз. Потому что, как бы там ни было, они все равно будут взлетать вверх, потому что они так растут, и с этим ничего не сделаешь. Каждую коррекцию нужно достраивать параллельки и опускать их ниже по боковой оси пальчика. Итак, подготавливаем для себя ноготочек. В данном случае максимально мы снимаем материал не в зоне стресса, а на кончике, потому что на кончике материал у нас подпрыгивает выше, чем точка апекс. Поэтому как раз таки в стрессе основную массу материала мы оставляем, а вот на кончики спиливаем, для того, чтобы нам не нужно было перекладывать слишком много материала на проваленном ногтевом ложе. После того, как мы подготовили ноготок в плане материала, отодвигаем кутикулу, убираем фрезером алмазной фрезочкой птырики и начинаем выкладку материала на коррекцию. Напоминаю, в данном случае мы будем делать коррекцию на вверх растущие ногти, поэтому на кончики материал будем выкладывать по минимуму, а вот в зоне стресса по максимуму, потому что именно этим моментом мы выровняем наш ноготочек. И еще плюс к этому нам нужно довесить нехватающих нижних параллелей. Поскольку довешивать жидким материалом жутко неудобно, я выбрала для себя в данном случае работу акрилатиком. Акрилатик, полигель, пудинг, акригель, как его еще называют, это все один и тот же материал, если вдруг кто-то до сих пор не знает. Итак, при помощи полигеля моделируем наши ноготочки. В данном случае я взяла вот такой вот розовенький интересный оттенок, поскольку я его все равно буду перекрывать сверху гель-лаком, поэтому мне на самом деле все равно, какой цвет в данном случае использовать. Но этот оттенок и сам по себе безумно симпатично смотрится на руках клиента. Итак, выкладываем материал, довешиваем нижние направляющие, как я вам говорила. Именно провешиваем материал в нижних направляющих. На кончике у нас получается материала минимум, в апексе максимум. И потом после опила получаем идеальный, красивый, ровненький ноготочек, который, конечно же, через месяц опять подпрыгнет вверх. После того, как опилили архитектуру, прорабатываем нижнюю арочку, поскольку мы довешивали материал на боковые параллельки, их, конечно же, нужно свести в арку. Оформляем фрезой аккуратненько в красивенькую кругленькую арочку. И пока красим ногти, хочу вам напомнить про замечательное приложение для онлайн-записи ваших клиентов. Установите его обязательно из магазина ваших приложений, оно там есть. Ссылочку, где я полностью рассказывала про это приложение, все его плюсы оставлю вам в описании. И ссылку на приложение тоже там же добавлю. На самом деле, девчонки, от души рекомендую, потому что действительно безумно удобно. Например, мои клиентки там записываются самостоятельно. Я только подтверждаю или опровергаю их запись.
Хотите, расскажу вам историю? Самое интересное, мне оповещения о записи начинают приходить где-то ориентировочно часов в 12 ночи. Это, я так понимаю, клиентка ложится в кровать такая, глядит на свои руки и такая: «А, как же коррекцию надо сделать, да? Вот где-то в это время они об этом вспоминают. То есть звонить вам в это время они не будут, а вот самостоятельно записаться через онлайн ваш записник вполне способны. Поэтому регулярность посещения клиентов остается на должном уровне. Мы же тем временем рисуем цветочек в технике китайской росписи. По моему мнению, это самый красивый, самый быстрый, самый простой и самый замечательный вид росписи ногтей. Потому что буквально в одно движение кисточкой у вас получаются замечательные элементы, которые сразу же собираются в нужный вам цветок. И наряду с тем, что эта техника очень красивая, очень простая сама по себе в плане рисования, очень быстрая, но поставить руку на роспись этой техники довольно-таки сложно. Как показала практика проведения онлайн-курсов, это самый сложный курс для моих учеников. Но, тем не менее, даже с тем, что этот курс непростой, дается довольно-таки нелегко, все равно ученики показывают очень хорошие результаты. Если вы подписаны у меня в Инстаграме, вы не раз видели, где я выставляла работы учеников с курса китайской росписи. Если же вас интересует непосредственно сам курс, ссылочку на него тоже добавлю вам в описании. Заходите к нам в магазин, в разделе курса вы найдете полную информацию. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что для рисования китайской росписи мало поставленной руки нужен еще очень хороший материал. К сожалению, большинство материалов не справляются с этой техникой. Почему? Потому что недостаточно пигмента для того, чтобы вот в такой тонюсенький размазочный слой рисовать какие-то элементы. Вам нужен очень сильно пигментированный материал. Если вы такой материал найдете, у вас все получится с первого раза. Лично я для себя такой любимый материал нашла, он просто замечательно себя ведет в этой технике, и не только в этой, кстати, в мазковой технике он тоже показал наивысший результат. Конечно же, вы меня будете спрашивать, что за материал, поэтому ссылку вам тоже оставлю в описании. Мы же тем временем продолжаем рисовать наши цветочки. Что мы сделали? Первым уровнем мы накидали самые темные моменты. То есть мы накидали лепестки. Вторым уровнем мы сделали чуть-чуть светлее оттенок и добавили кое-где света на развороты. И третьим уровнем в цветочке, уже белым непосредственно цветом, я подчеркнула самые повернутые к нам места лепесточков. Потом взяла тоненькую кисточку и черной красочкой затенила центр лепестков и сделала небольшие прожилки. Листики же в данном случае нарисовали просто китайскими мазками в два цвета, в зеленый и коричневый. Коричневый сделали из зеленого путем добавления красного цвета. Перекрыли наши цветочки финишным покрытием и поверх финиша делаем тоненькую беленькую прорисовку. Это сразу же оживляет наш дизайн. Дизайн становится очень нежным, очень красивым. Главное здесь следить, чтобы линии были тоненькие и чтобы у вас не получилась разукрашка. Что такое разукрашка? Чтобы вы не обвели по контуру все лепесточки по кругу. Тогда точно будет разукрашка детская. А если вы делаете какие-то пробликовочные вещи, то есть расставляете какие-то блики, какие-то акценты, тогда цветок получается живой и очень красивый. Клиентки мы рисовали 4 ногтя на 2 руках. На каждом ногте мы делали один и тот же цветочек, только немножечко по-разному его располагали. Полностью вся роспись на этом человеке у меня заняла буквально 20 минут. Это очень быстро, по 5 минут на пальчик. Поэтому я вам сразу говорю, что китайка это очень скоростная техника росписи. Вот честно, вот безумно люблю китайку во всех ее проявлениях. Столько скоростная роспись, что у меня в ролике получилось в 10 минут уместить даже прорисовку 2 ноготков, а не одного. Накидка здесь плоской кистью та же самая, то есть в том же самом порядке я рисовала накидочные моменты, а вот прорисовочку делала в каждом цветочке по-разному, потому что цветы одинаковые у нас не бывают.
Вот такой вот дизайн ногтей у нас с вами получился. Клиентка просто-таки прыгала на стуле от счастья и удовольствия. Ей безумно понравилось. Ну, а мне понравилось то, что понравилось ей. На этом мы сегодня с вами закончили. Надеюсь, вам понравилось. Вы поддержите меня лайком. Мы же с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!